Друзья, приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. Сегодня я хочу сделать короткий обзор 4 очень хороших низкорослых гибридов томатов, которые мы выращиваем на своей даче. Давайте коротко пробежимся по сортам. Самое время пришло. Я советовал вам в начале выращивания последовать нашему примеру и тоже попробовать вырастить такие гибриды. Пришло время отчитаться, что вырастает из семян, которые мы сеяли. Перед вами сейчас отличный низкорослый гибрид Мицено. Это мелкоплодный гибрид, средний вес одного плода 70 грамм. Но на кусту их большое количество, до 100 помидорчиков на кусту. Я не уверен, что именно на наших кустах до 100. Ну, некоторые ошибки были по выращиванию, и заболели они альтернариозом. Мы их обрабатывали квадрисом, откачали, дважды проводили обработку. Ну, видите, так более-менее они в нормальном сейчас состоянии. Вот такой урожай вырастили. Неплохой гибрид, высокоурожайный, многоплодовый. На консервацию идет в идеале. Для салата тоже вполне подходящий. На вкус кисло-сладкий, не пресный, чувствуется помидорный вкус. Отлично подходит, кстати, для выращивания на поле за счет своей густой облиственности. Сейчас перед съемкой видео я немножечко обрезал лист, чтобы вам лучше видеть, что выросло, чтобы плоды не прятались среди листвы. И плюс ко всему, вот такое удаление листьев массовое на окончательном этапе выращивания, оно помогает ускорить вызревание навязанных и налитых плодов. То есть сейчас те плоды, которые еще имеют такой бурый оттенок, либо зеленковатые, они быстрее начнут вызревать. Вот так выглядит низкорослый гибрид Мицено. Красавец. Красавец, мне нравится. Выращивать несложно. Плоды красивые. Немножечко такая, видите, сливкоподобная форма такая. Сливкообразная форма, да? Вот такими водопадами навязаны плоды. Давайте следующий гибрид осмотрим. Я его уже несколько лет советую выращивать. Это один из немногих низкорослых томатов розовоплодных. И давайте посмотрим на эту красоту, на эти чудесные плоды. Happy Net называется этот томат. Обратите внимание, размер плода это вот нормальный сортовой размер. Другое дело, что не все плоды у нас имеют такой размер. Почему? Ну, еще раз хочу сказать, некоторые ошибки были допущены. Не всегда мы на даче были, чтобы вовремя полить, чтобы вовремя какие-то другие агротехнические действия сделать по отношению к своим растениям. Поэтому вот такие упущения по мелочи, они и немножечко уменьшают результаты выращивания любого растения, не только томатов. Но посмотрите на эту красоту, посмотрите, не лопается, очень вкусные, сладко-кислые. Вот есть кисло-сладкие, больше с кислинкой, есть сладко-кислый, вот это больше сладкий. Для банки основной размер не подойдет, хотя для банки можно выбрать среди не совсем крупных, но для салата, для томатного сока это идеальный томат. Друзья, если у вас нет возможности выращивать высокорослые томаты где-то в теплице, то Happy Net, ну при условии, что вы любите розовые именно томаты, то Happy Net вам в помощь. Сейте, выращивайте рассаду, вырастить несложно и получайте удовольствие от употребления в пищу низкорослых розовоплодных томатов. Тоже немножко листья открыл. Кстати, вот именно Happy Net, листья у него чистые, он не подцепил альтернариоз. Вот рядышком Мицено, за которую я вам только что рассказывал, болела. Мицено болела, видите, есть проявление остаточное. Вот так выглядят листья. В то время как Happy Net абсолютно остались здоровыми. Я считаю, это очень большой плюс, который дает большие преимущества при именно принятии решения, какой сорт либо гибрид
томатов выращивать на огороде. Давайте следующий гибрид осмотрим. Это каста. Знаменитый гибрид низкорослый, крупноплодный, красноплодный. Крупноплодный, красноплодный. Вот такой плод имеет, очень сочный, очень вкусный. Можно также использовать для салата, для томатного сока. Вот это не типичный сортовой размер. Типичный сортовой размер его вот такой. Ну, если сравнить, вот смотрите, так. Вот это, наверное, скорее так типичный сортовой размер. Но у нас, опять же, когда-то не полили вовремя, когда-то не сформировали вовремя. Поэтому есть и мелкие плоды, есть и крупные. Самые разные. Высокоурожайный, вкусный, низкорослый томат. Чуть-чуть они припеклись у нас на солнышке, мы не прикрыли вовремя кусты, а само направление солнца у нас идет оттуда. То есть все потоки вот этой жары, они как раз таки падали с этой стороны. На касту падали и падали на мамака. Но до мамака мы сейчас подойдем с вами немножечко позже. Давайте так со стороны посмотрим на касту. Друзья, этот обзор, я считаю, будет полезным для вас, если вы еще принимаете решение, какие томаты выращивать на следующий год. Не пройдет много времени, уже конец августа, и через совсем немного времени станет вопрос, какие же выращивать. Вот посмотрев на наши, можете для себя принять решение, стоит их выращивать, либо не стоит. Все-таки уже у вас чуть-чуть меньше сомнений будет. И давайте вот это 4-й гибрид низкорослый, Мамако. Отличный низкорослый гибрид консервно-салатного направления. Идеально подходит для консервирования. Средний размер плода. Плод крупнее. Ну давайте вот сорвем и сравним с плодами мецена. Они так и растут у нас. На одной грядке 2 ряда это консервного направления, на второй салатного. Вот видите, так если сравнить, чуть-чуть крупнее, ну в 2 раза, наверное, крупнее Мамако. И он хорошо подходит и в банку, и в то же время он уже очень вкусный на салат. Мецена все-таки я бы больше рекомендовал для консервирования. Вот этот уже универсальный. Уже подойдет для разных направлений использования. По урожайности давайте посмотрим. По урожайности, ну, я думаю, тут можно комментировать, можно не комментировать, можно просто смотреть. Тоже чуть-чуть листья убрал, но солнечное воздействие без дополнительного укрытия все равно оставляет свои следы. Видите, плоды не смогли увеличиться, они подпекались, они спеклись. Вот эти спеклись, были открыты. Сетка у нас только на рассаднике, светозатеняющая. Здесь мы ничего не строили. В следующем году, очевидно, будем все-таки прикрывать от солнца и грядки. На этом месте, вот именно в этой местности, Киевская область, мы выращиваем томаты впервые, поэтому я не знал даже к чему быть готовым. Первый год такой немножечко ознакомительный по климатическим, потому что все равно Киевская область от Луганской области, где мы жили раньше, она отличается. И растения тоже вырастают по-разному. Я думаю, все будет хорошо, все будет неплохо. Вот так выглядит низкорослый 4-й гибрид, который мы выращиваем, Мамако. Если кто-то захочет выращивать такие гибриды на следующий год, я ссылку на семена в описании оставлю. От 10 семечек того или иного гибрида вы можете заказать у Татьяны Викторовны. Качественные семена из профессиональных больших упаковок. Поэтому с семян, которые вы закажете у Татьяны Викторовны, вырастет именно то, что вы заказываете. Вот что хотел рассказать в этом видео. Надеюсь, вам наши томаты понравились. Если это так, не забудьте поставить лайк. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.